like obsession about trying out every single style. От времен викингов и до наших дней. Собираюсь пробовать тухлую акулу. Всем привет! И с вами снова YouTube-канал Медиатор, на котором мы разговариваем о рок-музыке и делаем интервью с разными музыкантами. В этот раз мы решили встретиться с исландским музыкантом Рагнаром Олафсоном, и поэтому сконцентрировали свое внимание на Исландии. Вообще Рагнар Олафсон — это композитор, человек-оркестр, сооснователь группы Астфедир, участник группы Сальзавир, Asli Slave по моменту. Он бывал раньше в России в составе этих групп, но сейчас он впервые приехал к нам со своим сольным проектом, альбом Urges, и это первый раз, когда проект представлен в России. Рагнара привезло российское концертное агентство «Спика», и они организовали очень интересную программу с участием музыканта. Дело в том, что в Москве есть клуб под названием «Скандинавия», который одновременно работает как своего рода база для изучения скандинавских языков и культур, а также как площадка для проведения тематических мероприятий, в частности, лекций и концертов. И также у них есть небольшие кафе и бар с подборкой скандинавских кулинарных специалитетов. В этом-то Скандинавия Клаб и выступил Рагнар. Причем сначала он прочитал лекцию об исландской музыке с историческим экскурсом от времен викингов и до наших дней, с указанием на то, каковы вообще особенности, присущие исландской музыке, и какие именно ее характеристики, например, определенная система диссонансов, позволяют говорить о ней как о некоем отдельном музыкальном жанре. После этого Рагнар выступил с акустическим сетом со своего нового альбома. В выступлении принимали участие приглашенные музыканты, с которыми Рагнар познакомился в России. Незадолго до своего выступления Рагнар согласился дать нам небольшое интервью. Также, с разрешения организаторов и артистов, мы записали несколько отрывков из его выступления. В концерте также принимали участие музыканты из России: Александр Гумбарк, Алексей Бойцов и Саша Виноградова. Спасибо за то, что нашел время, чтобы поговорить с нами. Я хотела бы начать с такого вопроса. Я прочитала у тебя на Фейсбуке, в недавнем посте ты писал: «И как бы я не любил играть на больших сценах, ничто не сравнится с интимностью и общей атмосферой хорошего квартирника. Если вы когда-нибудь захотите, чтобы я сыграл у вас дома, просто пошлите мне сообщение, и мы что-нибудь придумаем». Так что на самом деле я хочу спросить, что ты в целом думаешь про такой формат? Потому что мне кажется, что это принципиально новый, это принципиально иной культурный подход. Я имею в виду, что я понимаю, конечно, что квартирник подразумевает меньшее количество людей и вообще сильно отличается от клубного концерта, но я вот знаю, что ты даешь такие выступления на дому. И мне хочется знать, почему это для тебя интересно. Но прежде всего стоит сказать, что теперь у меня есть сольный проект. Это значит, что я могу путешествовать налегке. Когда я играю с моей группой Arcsedir, у нас куча инструментов и всякого оборудования. Но когда я делаю сольные проекты, я могу приехать один, или как сегодня со мной будет еще скрипящий виолончелист, но формат мероприятия все равно довольно камерный. Так что это позволяет мне играть практически на любой сцене. Я могу выступать и на большой сцене, без проблем, это мне тоже нравится. Но также я могу сыграть и в чьей-нибудь гостиной. А с тех пор, как я выпустил свой альбом, свой сольный альбом в июне прошлого года, со мной связался один очень хороший промоутер из Польши. Он называется Baroque Music. И он уже забронировал для меня 3 тура по Польше и Словакии. Так вот, они играют в барах, кафе, клубах, но каждую неделю у них также бывает несколько квартирников, на которые приходят человек 30-50. Они приносят с собой напитки, садятся, знаешь, на пол, на стулья, на подушке. И я играю. Это нормальный концерт, просто он проходит в гостиной. Интимность этого мероприятия для меня обладает настоящей магией, и также ощущают происходящие люди, пришедшие на концерт. Ведь получается, что тут нет никакой границы между мной и аудиторией. Поэтому взаимодействие со зрителем, а я люблю разговаривать между песнями, взаимодействие между мной и зрителем происходит в такой ситуации более естественно. И еще, вот это чувство близости. К тому же, песни, которые я исполняю в моем сольном проекте, они довольно хрупкие. Так что такая приветливая и тихая обстановка для них на самом деле очень хороша.
можно сказать, что музыка, которую ты играешь сейчас в рамках своего сольного проекта, и музыка, которую ты исполняешь в других своих группах, участником и инициатором которых являешься, что она... Я хочу сказать, ты сейчас будешь читать лекцию об исландской музыке. Yeah. И как? Можно ли сказать, что твоя музыка очень сильно укоренена в исландской традиционной музыке? Есть ли между ними связь? Yeah. I think Да, the number я one думаю, when, что один из come вопросов, across, который я собираюсь hopefully затронуть, get across который я during the надеюсь lecture, затронуть на is лекции, that whenever people состоит в listen to том, что Icelandic когда бы music, люди не слушали regardless of исландскую style, музыку, if it's неважно pop, какого folk, направления, metal, поп это rock, или фолк, металл, рок, они people слышат в tend ней некий to исландский элемент. hear an И я хочу Icelandic рассказать на element лекции, in что, music. по крайней мере, по моей And теории, what I talk about заставляет in the исландскую lecture музыку is звучать по-исландски, даже my если речь идет не theory о of what it традиционной is that музыке. makes Icelandic music sound Icelandic, Так even вот, though в каком-то it's смысле not каждый исландский traditional музыкант music. вырос из нашего So, культурного in a наследия. way, every Icelandic musician is rooted in our cultural heritage. We grew up singing certain songs that are like Icelandic folk songs. Мы вырастаем, напевая определенные песни, например, исландские народные песни, детские песни, у которых есть своя особенная тональность, And которая называется «Исландская also пятая». the Ну и, конечно же, истории и фольклор, на которых мы вырастаем. Безусловно, они оказывают влияние на душу нации. it certainly influences the soul of the nation. And I think in every nation has a certain feeling. И мне кажется, что у каждой нации есть определенное чувство, определенный вайб, определенная энергия, определенное что-то, что всегда влияет на людей этой нации, чем бы они ни занимались. Так что, если у тебя есть рок-группа в Исландии или рок-группа в России, в них можно не услышать некие вибрации, которые продиктованы культурным контекстом их создателей. То есть твоя теория состоит в том, что все закладывается при воспитании. Да, во многом. Это воспитание и культура. Ну, тогда как раз я собиралась тебя спросить, потому что я знаю, что ты жил в Швеции, и еще, если не ошибаюсь, бывал в Штатах. Да. Ну, это как-то повлияло на твою самоидентификацию и, конечно же, на твою музыку, а также на то, как ты видишь этот мир. Безусловно. Я хочу сказать, очень круто играть здесь, в месте под названием Scandinavian Club. Первое, что я увидел, когда зашел внутрь, это шведскую надпись «Фика». Это шведское слово, которое означает «перерыв на кофе с булочками». Мы, кстати, принимали здесь участие в одном мероприятии. Они привозили исландскую тухлую акулу. О, да. Она называется... Хаукаг. Did you have the Brandon as well? А Брайан, вы пили с ней? Да. Инне вот очень понравилось, она много этой акулы съела. Nice. Здорово. О, тебе понравилось? Мне эта акула не очень нравится. Yeah. I'll eat Я one съедаю piece один every кусочек year каждый on год the, в честь on the такого потайного Norwegian, ритуала наступления весны, который Rite of празднуется Spring, каждый год. which is still И несмотря на celebrated то, every что исландцы, конечно year. же, All христиане. Icelanders are, of course, Christian. Христианская нация сегодня все еще празднует старые традиции. Ну да. But yeah, Я прожил в Швеции 19 лет, потому что мои родители переехали туда учиться. Я подумал, что шведского во мне больше, чем оказалось на самом деле. that there's more Swedish in me. Но странность в том, что даже в детстве, при том, что все мои друзья были шведами, Even through my я всегда childhood ощущал and, себя именно all my friends исландцем. being Swedish, I still always felt like an Icelander. И я не осознавал этого, пока не переехал обратно в Исландию. Так что даже странно, насколько этот исландец во мне оказался силен, пока я жил в Швеции. Насколько я был именно исландцем. Это, видимо, было у меня в ДНК. Возможно, это семейное. Это и семейное, и потом, конечно, мои родители хорошо поработали над тем, чтобы всегда говорить дома на исландском и обеспечивать мою связь с исландскими традициями и ценностями. И все в таком роде. Так что да, я больше половины жизни прожил в Швеции, но я все еще и всегда был, несмотря на это, исландцем. Приезжим. И у тебя еще был опыт жизни в Штатах. Ну, ты знаешь, в Штатах я был недолго. Мне было всего полгода, когда я жил в Болдере, в штате Колорадо, и ходил в старшую школу. Ну а так, у меня там есть друзья, и езжу в Америку почти каждый год. На самом деле, попутешествовать и встретиться с приятелями. Штаты — это очень освобождающее, вольное место, но я никогда не смогу там жить. Понятно. Исландия — это всегда как магнит, который притягивает тебя обратно домой.
Med snåla strumpor vid och husan och Итак, ты делаешь много работы в сотрудничестве с разными группами и разными музыкантами. И сейчас это твой первый сольный проект. Так что у меня как будто два вопроса. Во-первых, откуда у тебя берется это стремление к эксперименту? Потому что ты ведь постоянно экспериментируешь с различными жанрами и также с различными ролями. И во-вторых, чем для тебя является этот альбом? Это какой-то новый поворот в твоей творческой практике, или это скорее просто еще одна инкарнация в цепи кучи других подобных этому экспериментов? В общем, как ты его воспринимаешь? Я думаю, что у всех исландцев есть эта тяга к тому, чтобы делать множество вещей сразу. Это как раз одна из тех черт, которая делает исландскую музыку, музыкальную сцену сегодня очень интересной. Большинство музыкантов активно одновременно в нескольких музыкальных жанрах. И этот факт естественным образом открывает двери для различного рода сотрудничества за рамками одного жанра, а также для множества потенциальных возможностей для создания новых музыкальных групп. Ну а что до меня, то в принципе я очень подвижен в вопросах музыки. Я так люблю музыку, что у меня практически, обсессия, что ли. Мне хочется попробовать себя в каждом музыкальном жанре. Иногда я хочу попробовать, в смысле, я еще не делал блюзового альбома, но однажды я его запишу за время моей жизни. Ну, тебе еще много чего в таком случае предстоит попробовать. Да, за время моей жизни я все это перепробую. И да, я учился когда классическому пению, поэтому я пел оперы и немного играл на джазовом пианино. Я делал кое-что для конкурса Евровидения в Исландии и даже пару лет работал на подпевках. И вот каждый подобный опыт учит тебя чему-то новому. И потом, когда ты делаешь свою собственную музыку, у тебя есть свобода использовать краски из любой палитры и смешивать их так, как тебе нравится. В последние 10-15 лет я, впрочем, больше погрузился в рок-н-ролл. В рок-н-ролл металл. У меня есть несколько металлических групп. И потом Арстидир стал моим самым большим проектом. В России мы играли 5 раз, но с альбомом Urges все вышло по-другому. И то, как это случилось, на сей раз было совершенно не запланировано. Этот альбом, посвященный расставанию, я разорвал отношения с девушкой и был очень подавлен. Я бы находился в депрессии, единственным способом справиться с этим состоянием было написать песни. Те песни, которые получились, их звучание не было похоже ни на что из моих прежних проектов. Эти песни не подходили ни для Арстидир, ни для других групп, в которых я играю. Но при этом у меня на руках вдруг оказалось песен на целый альбом, и все, что мне оставалось, только сделать сольник. Это было, пожалуй... Я не строил планов. Не строил никаких планов, я просто хотел записать эту пластинку и выпустить это все из себя. Но потом я начал гастролировать с этим альбомом, и теперь он зажил своей жизнью. Теперь у этого проекта есть своя жизнь, и я записал еще один альбом. Ну, на самом деле, я даже пишу сейчас 2. Ого. Ты имеешь в виду 2 одновременно? Да, я провел месяц на реке Миссисипи в прошлом году, гостя у друга. Просто ходил вниз по реке и писал песни каждый день. Я вернулся домой с 30 треками, так что... Миссисипи на них как-то повлияла? Да, жизнь в целом. Но путешествие — это прекрасный способ вдохновиться на что-то. Первый альбом будет называться «Миссисипи», а второй «Needle and Thread». А когда они выйдут? «Миссисипи» выйдет в этом году. Так что да, этот проект зажил своей жизнью, и у него сейчас важный период. Я очень рад такому результату. Мы выпустим новый альбом с Арстидир в этом июне, так что вторая половина года будет занята гастролями с Арстидир. Ну а промежутки я буду заполнять своим сольным проектом.
В этом альбоме, да и вообще в жизни, ты играешь на нескольких инструментах. Который из них твой любимый, и на каком из них ты предпочитаешь писать песни? Инструмент, который я знаю лучше всего, это вокал. Еще я нормально играю на пианино, то есть я куда лучше играю на пианино, чем на гитаре. Но когда я пишу песни, их я пишу как раз на гитаре. И мне кажется, что тот факт, что я не очень технически подкованный гитарист, очень помогает мне при создании песен. Потому что в основе каждой песни всегда лежит история. И такой расклад помогает истории выйти наружу. То есть ты концентрируешься на гармонии, на мелодии и не думаешь о технике. Я даже предпочитаю выбирать очень старые гитары, иногда даже плохие гитары, потому что у них есть своя история, которую они могут рассказать. Внутри каждого инструмента есть история. И иногда, если у тебя, например, крутая гитара Мартин, которая звучит идеально, эта самая идеальность инструмента может помешать создаваемой песне. Создание песни важна, особенно для моего сольного проекта, это как красота неидеальности. И я люблю чуть более низкое качество. Мне нравится, как бы сказать, особенность этого проекта состоит в том, чтобы искать что-то низкого качества и играть с очень хрупкими вещами. На Urges я даже записал одну песню на банджо. А я никогда не играл на банджо прежде. Да, я, кстати, читала об этом. Я просто как-то проснулся поутру, а у моего брата накануне была вечеринка в моей гостиной. И вот Кто-то оставил? кто-то оставил банджо. Серьезно? Я взял банджо, но я не знал аккордов и тонов, так что я просто приложил куда-то пальцы и стал, знаешь ли, так перебирать. И за несколько минут мне в голову пришла мелодия, потом я записал слова, и все, песня была готова за минуты, ну, может быть, за полчаса. Так что иногда, если писать песню на инструменте, которого ты не знаешь, это может открыть дверь новым идеям. Но сам по себе инструмент банджо вдохновил тебя. Ну, внутри банджо была песня, и она меня ждала. Да, это потрясающе. А еще ты был джазовым пианистом. Да, я играл джаз на пианино некоторое время. В смысле, я бы не стал профессиональным джазовым исполнителем, но я люблю играть джаз, и, знаешь, с моими довольно скромными талантами пианиста я играл джазовые стандарты. И делал это в течение одной зимы в неком маленьком джазовом кафе. Что ты думаешь об импровизации? Я люблю ее, но тут такое дело. Многие годы у меня было ложное представление о том, что я должен очень хорошо уметь играть на музыкальных инструментах. Поэтому я садился и пытался бесконечно практиковаться, чтобы отточить какие-то свои умения. Но это мне никогда особенно не помогало. А потом вдруг я понял, что лучше всего я на самом деле умею писать песни. Так что теперь я действительно мало волнуюсь о технике игры и просто исполняю то, что приходит мне на ум. И в это у меня получается верить. К счастью, людям это тоже нравится, так что я продолжу концентрироваться на этом. С чего началось твое путешествие в музыку? Я знаю, ведь у тебя есть профессиональное образование.
Ну, немного в области вокала, да. Я учился классическому пению, и потом я изучал одну датскую технику под названием «полная вокальная техника». Она была очень... Благодаря ей я получил способность воспроизводить голосом любой звук, который я хотел. Ну а когда ты музыкант, особенно музыкант, который пишет собственную музыку, то в сухом остатке самым главным становится необходимость найти собственный голос. Так что техника — это всего лишь инструмент, который призван помочь тебе найти свое индивидуальное звучание. Especially if you're a musician writing your own material, the most important thing is to find your voice. So technique is just a way to help you find your own sound. Но я думаю, для тебя все началось задолго до того, как ты пошел учиться. Конечно. Пока я рос, у моей мамы дома было пианино, и я брал уроки, разучивал разные классические партии. Это было очень полезно, потому что мои пальцы приобрели особую моторику. Теперь я могу играть на пианино, не глядя, куда подставлять пальцы, они сами найдут свой путь. Так что это было классно. А потом в старшей школе у меня были всякие группы, рок-группы, где я играл на органе. Но моя главная цель в жизни всегда была в том, чтобы стать писателем. Именно поэтому я вернулся назад в Исландию, чтобы изучать литературу и начать писать книги. Но когда я вернулся в Исландию, очень вскоре я познакомился со всеми этими замечательными музыкантами, и тут мое желание что-то делать в музыкальной группе взяло вверх. И вот, теперь я музыкант. Ты пишешь что-нибудь? Да, я написал 2 романа, но они никогда не были опубликованы, и, оглядываясь назад, они были довольно-таки плохие. Но это был хороший опыт. О, да. Но мне кажется, это как раз одна из тех вещей, которые всегда можно начать. Да, возможно, однажды я напишу книгу. Но я хочу сказать, что я пишу песни, и в основе любой книги, как и любой песни, лежит история. Так что сейчас я нахожусь точно там, где мне хотелось находиться. I raise my glass to my darling, will become my face. The show is on. I'll do anything it says by the look of things. You cast the spell that made it all. But only one story of how we became to be. You, it's free. Oh, you're perfect and I love your dialect. You cast a spell that made it all go sour. I just made it last another. Trust me, I've seen both sides. Through all the different segments. I know what is wrong from right. I learned by the way you're failing. And I Ты весьма хорошо знаком со множеством современных, не знаю, как назвать, приспособлений, техник, которые направлены на... Ну, например, у тебя есть свой YouTube-канал, а группа RCD имела огромный прорыв, когда загрузила на YouTube видео своего перформанса в Гамбурге. Ты также делал как-то кампанию по сбору средств на Кикстартере для RCD, и еще, по-моему, проводил кампанию по сбору средств также для нынешнего альбома. Да-да. Каково твое восприятие этого процесса? Потому что, с одной стороны, все это делает... Это техника, которая многое упрощает в музыкальной индустрии. Но, с другой стороны, тут есть вечный вопрос о том, что в наши дни невозможно продать CD или что-то в таком роде. Тебе нужно зарабатывать на жизнь именно концертами. И я хочу спросить, каково твое восприятие этого современного процесса? Это один вопрос. И другой, может ли с твоей точки зрения музыкант в наше время все-таки каким-то образом существовать, если он не будет давать концертов?
Так, я сначала отвечу на твой последний вопрос. Нет, тебе придется играть вживую. Так что этот новый музыкальный климат очень хорош для зрителей, потому что все больше музыкантов выезжает в путешествие, чтобы играть живые концерты, а я считаю, что музыка как раз должна играться вживую. Это живая материя. Альбом всего лишь часть всего процесса. Но в реальности тебе также необходимо услышать музыку вживую, в этом состоит сама природа музыки. И именно поэтому выступление называется живым, потому что музыка по определению живая. Но проблема, которая всегда стояла перед музыкантами, это как заработать на жизнь своим искусством. В прежние времена у тебя была система лейблов и все в таком роде. Сегодня этого почти нет, что прекрасно, потому что теперь у тебя есть больше художественной свободы. И если, например, ты хочешь сделать альбом, но у тебя нет на это денег, ты можешь запустить тенденциозную кампанию через Kickstarter или любую другую краундфандинговую платформу, приготовить награды и получить деньги, которые необходимы тебе для продакшена. И это также прекрасный способ вступить в диалог с аудиторией, потому что люди не просто помогают деньгами, они вкладываются в твой продукт, и когда они получают альбом, они чувствуют свою сопричастность к нему. Это способ приблизить твою публику, твоих поклонников, твоих слушателей к твоему творению. И больше не существует никакого посредника между музыкантами и поклонниками. Это прекрасное достижение, которое следует праздновать. Отрицательным моментом тут является то, что все это занимает уйму времени. Сегодня, во времена социальных сетей, уже нет предела для того, что можно сделать и как можно поделиться своей музыкой. Проблема только в том, когда у тебя останется время на то, чтобы эту музыку писать. И это также прекрасный способ вступить в диалог с аудиторией. Потому что люди не просто помогают деньгами, они вкладываются в свой продукт, и когда получают альбом, они чувствуют свою сопричастность к нему. Это способ приблизить твою публику, твоих поклонников, твоих слушателей к твоему творению. И больше не существует никакого посредника между музыкантом и поклонниками, и это прекрасное достижение, которое следует праздновать. Отрицательным моментом тут является то, что это все занимает уйму времени. Сегодня, во времена социальных сетей, уже нет пределов для того, что можно сделать и как можно поделиться своей музыкой. Проблема остается только в том, когда у тебя останется время на эту музыку, если ты все время сидишь в социальных сетях или готовишь награды для краудфандинговых компаний. Так что по завершении этих кампаний, а я провел уже 3, вычисления показывают, что количество рабочих часов, затраченных на эти кампании, чудовищно. И если ты посчитаешь деньги, которые получил, и количество работы часов, затраченных на все это, то результат окажется просто смешон. Поэтому, опять же, все это делается только из страсти. И приходится как-то с этим разобраться, найти баланс между своими ролями автора, создателя музыки и рекламного агента, продвигающего свой собственный альбом. И это проблема, с которой приходится сталкиваться каждому музыканту. Ну, это, по-твоему, хорошо? Как я уже сказал, мне кажется, что в сухом остатке это хорошее развитие. Но все же мы живем во времена, когда музыкантам тяжело заработать деньги своим искусством. Возможно, так было всегда, так что эта система не идеальна. Но вот я здесь, в Москве, играю в Scandinavia Club, так что я совершенно счастлив. Окей, спасибо большое за твое время. Спасибо. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ищите нас в социальных сетях и увидимся не ровно через неделю. Пока. Пока. После этого можно сказать, что вы пробовали самое страшное, что есть. Очень хорошо, что вы нас. Вы идете что легализуется баночка. Я собираюсь пробовать тухлую акулу. Говорят, что ее делают месяца по 4, вылеживая в каких-то контейнерах с дырками на кусок акулы, пахнущий немножко кошачьим лотком. Очень интересно, что же будет дальше. Немножко забьем нос и далее. Ну, в таких ситуациях, наверное, надо просто положить его. Нет, всего лишь кошачий лоток, все такое.